Миллионер привык к шуму и блеску. Его жизнь была словно бесконечный карнавал, сверкающие люстры, звон бокалов, смех людей, для которых улыбка была лишь частью маски, а каждое рукопожатие — тщательно рассчитанным шагом. Он умел быть в центре внимания, умел тратить деньги, умел производить впечатление. Но чем ярче горели огни вокруг, тем сильнее внутри росла тень пустоты. В тот вечер, когда он вернулся домой раньше обычного, город еще кипел своей жизнью, а он сам чувствовал странную усталость, будто бежал слишком долго и внезапно остановился. Проходя мимо кухни, он заметил слабое мерцание огонька в небольшой комнате, куда обычно и не заглядывал. Любопытство заставило его открыть дверь, и он застыл. За скромным столиком сидела горничная. Перед ней стоял маленький торт со свечой, простенький бокал и дешевая открытка с нарисованными цветами. Она улыбалась тихо и немного печально, словно убеждала саму себя, что одиночество в этот день всего лишь случайность. В этой тишине не было ни пафоса, ни масок, лишь простая искренность. Он вдруг почувствовал, как в груди что-то дрогнуло. Все то, что раньше казалось важным, драгоценности, автомобили, шумные аплодисменты, стало ничтожным рядом с этой картиной. В скромной комнате было больше тепла, чем в залах, где он проводил целые ночи. Он вошел и остался рядом, впервые за долгое время не играя никакой роли. Они разделили кусочек торта, делились воспоминаниями, и каждый миг казался удивительно настоящим. Она говорила о мелочах, которые обычно проходят мимо глаз богатого человека, и именно в этих мелочах он вдруг почувствовал жизнь. С того вечера их встречи стали естественными, словно он просто возвращался к тому, что давно искал. Она показывала ему утренний парк, когда трава еще блестела росой, и он удивлялся, как редко раньше замечал такую красоту. Она пекла хлеб, и аромат, наполнявший дом, приносил ощущение уюта, которого он не знал в своих роскошных апартаментах. Она дарила ему слова без прикрас, простые и честные, и в них он находил больше ценности, чем в самых изысканных комплиментах светских дам. Год пролетел незаметно. Его жизнь изменилась, шумные рауты перестали казаться необходимостью, а блеск города утратил власть над ним. Все, что он хотел, находилось рядом, в ее присутствии. В ее следующий день рождения он снова вернулся домой раньше. Но теперь его шаги были уверенными, а в руках он держал не только торт, но и маленькую коробочку. Его сердце билось сильнее, чем когда-либо, когда он опустился на одно колено. В ее глазах отразились удивление и счастье. Слезы блеснули, словно чистейшие драгоценности, и весь мир вокруг исчез. В тот миг остались лишь двое: мужчина, который впервые понял, что истинное богатство не в золоте и власти, и женщина, чье сердце оказалось сокровищем, дороже всех его миллионов. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.